Добрый день, дорогие мои друзья. Сегодня событие 35-летней давности, и я его прекрасно помню, потому что в то время мы были на третьем курсе института, и это запомнилось очень сильно. И в моем сознании это осталось как вот такое вот очередное происшествие. Многих моих знакомых уже нет живых, особенно тех, которые ездили подзарабатывать, ездили на каких-то идейных своих соображений помочь именно в Чернобыле. Было очень много знакомых, мы были молодыми, веселыми. И вот запомнился этот день. Это случилось в ночь с 25 апреля на 26 ночью. Мы тогда были на третьем курсе института, все молодые, и утром, я как сейчас помню, это было воскресенье, 26 апреля, утром мы собирались, у нас был грандиозный футбол. Мы тогда жили в Киеве и болели, так как все киевляне и гости столицы, а мы жили все-таки 6 лет, более 6 лет в Киеве, мы себя уже считали такими вот киевлянами небольшими, да, вот. И мы болели, конечно, за «Динамо Киев». А 26 апреля тогда был чемпионат между «Динамо Киев» и «Спартак Москва». Это таких в то время было два таких сильных клуба, они все время соревновались, и «Спартак» тогда приехал к нам в Киев. Как сейчас помню, день был прекрасный, солнце, и мы, молодежь, студенты, мы жили тогда в общежитии КПИ, мы едем на трамваях, добираемся на этот матч «Динамо Киев», «Спартак». Это такое было настроение, вот поднятие настроения, столько эмоций, столько радости, все смеются. В трамвай залезть невозможно. Некоторые через форточки залазили в трамвай. Трамваи мы запаковывались как селедка. Но молодые, это было все весело, интересно и смешно. И помню, вот до сих пор вбилось в память вот эти слова водителя трамвая. Я как раз возле него стояла, мы там что-то смеемся, разговариваем, все в предвкушении этого матча. У нас одна девочка болела за «Спартак», а мы все остальные за «Динамо Киев». И мы вот здесь вот эти споры, вот этот смех, шутки. А водитель нами говорит, кому смех, кому радость, а кому и горе. А мы говорим, да о чем вы говорите? Такой прекрасный день, такое прекрасное настроение. Какое может быть горе? А он нам говорит, да сегодня ночью Чернобыль взорвался. А мы, да что вы рассказываете? Это какие-то происки империализма, это неправда, как всегда. А он говорит, это сказала американское радио, передала. Вот. Ну, мы не поверили, конечно, этому, потому что считали, что, как всегда, империалисты говорят неправду, они врут, они хотят нас запугать. Все мы поехали на этот матч. Матч был прекрасный, «Динамо Киев». «Динамо Киев» тогда выиграл, и мы на этих эмоциях возвращаемся обратно. Пошел теплый дождик. Даже сейчас помню, говорю, ну надо же, вот пошел дождь, нас поливало сверху радиацией, и никто этого не знал. Молодость, она есть молодость, никто этого не боялся. После этого 3 дня, конечно, молчали. Молчало наше радио, все только догадывались, но мы молодежь, нам что, мы себе, хорошая погода, готовились к майским праздникам, готовились к парадам. Вот. И уже через 3 дня
Значит, где-то 29 либо 30 объявили по радио действительно, что случилась вот такая вот авария на Чернобыльской атомной электростанции. И мы тогда поняли, что она оказывается недалеко возле нас. И ветер, в то время ветер дул как раз в сторону Киева. Ветер тогда понес это все, мы знаем, на Беларусь. Вот. И у меня мама тогда жила в Киевской области, село Росава, Мироновский район. И вот это вот облако радиационное накрыло, конечно, и село Росаву, накрыло и Мироновку. Люди после того, сейчас они имеют статус пострадавших от Чернобыльской АЭС, от аварии на Чернобыльской АЭС. Но, конечно, скажем так, что государства на то время были молодцы, все-таки они дали статус этим людям, они их отпустили раньше на пенсию, моя мама ушла в 50 лет, и вот мои одноклассники, те, которые с того района, они тоже, вот им 55, мужчина, и он говорит, что он тоже пенсионер. Но Чернобыльская атомная авария на Чернобыльской атомной электростанции принес свои коррективы в нашу жизнь. Очень многие наши знакомые поехали туда помогать бороться с этой катастрофой, помогать справляться с этой катастрофой. И как сейчас помню, вот вчера слушала, Вересень рассказывал, он немножко старше меня, и он, конечно, помнит по-своему. Он говорит, что ему казалось, что в то время Киев превратился в мужской город. То есть все женщины и дети выехали, остались одни мужчины. Но я этого не помню. У нас в то время это был обычный, мы ходили на занятия, учились, это был 3-й курс, ходили, учились, давали курсовые, все шло своим чередом. Одно единственное, что поменялось, это то, что город начали мыть. И в город приезжали пожарные машины все время с водой и поливали дома, поливали дороги. Вот город был все время солнышко. В то время было солнце, солнышко грело, город поливали, вообще прекрасно было, замечательно. И что вбилось в память, это то, что очень много машин ехало в сторону Чернобыля, ехали туда помогать и ликвидировать эту аварию. Много наших знакомых туда поехало, и то, что они рассказывали, значит, вроде бы как решили, что помогает избавляться и не допускает радионуклиды, это алкоголь. За рулем, даже за рулем ребята ездили хорошо выпившие, и милиция их не трогала, потому что если они едут на Чернобыль, значит, им можно выпивать. Вот такое было, вот это запомнилось, вбилось в голову, что разрешали, то есть не трогала милиция, не трогала тех, которые ехали на Чернобыль, и они могли сидеть за рулем, могли выпивать за рулем, ехали, потому что это считалось, что это не допускает радиацию. Конечно, это заблуждение. Сейчас уже прошло 35 лет после того момента, и многих, которые ездили тогда помогать, их уже нет в живых, нет с нами. Алкоголь ни от чего не спасает. То есть время нам показывает, что алкоголь все время только убивает человека. Конечно, неприятность, если сказать, да, авария была очень сильная.
многие те, которые получили статус, да, вроде бы как они ушли раньше на пенсию, им государство выплачивает большие какие-то компенсации, какие-то льготы им дало государство, но здоровье забрало. Здоровье и то, что тогда мыли Киев, возможно, оно что-то и помогало, но все равно я считаю, что, в принципе, вот такие уроки даются жизнью, чтобы их не повторять. Я думаю, что те, которые допустили эту аварию, возможно, если они еще живы, то, возможно, может быть, хоть государство взяло это на свою заметку. Ну, а мы, молодежь тогда бегали, сейчас запечатлилась в памяти, какой был прекрасный день, какой был прекрасный матч «Динамо Киев», «Спартак Москва». У нас одна девочка, та, которая болела за «Спартак», она поехала в красном костюме туда. Мы все в голубых, потому что мы болели за «Динамо Киев». Она поехала в красном костюме. Вот. Ее там, конечно, защитники и фанаты «Динамо Киева» чуть не побили. Вот. Ну, молодежь, дело молодое. Поэтому все разобрались, все было весело, хорошо. Главное, что тогда «Динамо» наш победил. Вот после того момента, конечно, я больше за «Динамо Киев» не болела, потому что они почему-то начали проигрывать все время проигрывать. И, наверное, скорее всего, потому что жизнь пошла совсем другим чередом. А эти события, вот даже хотела бы, вот я смотрю, у меня здесь рядом альбом, и я вспоминаю этот 86-й год. Все весело, все замечательно, все прекрасно, все на энтузиазме. И точно так же наши друзья и поехали на энтузиазме туда. А это тоже 86-й год. Строители, фермеры. Вот таким мне запомнился 86-й год. Много сейчас говорят, я смотрела фильм «Чернобыль», тот, который американский, потом недавно был фильм польский, тоже о Чернобыле. Многое пишут, но многое из этого, может быть, мы, конечно, многого не знаем, но то, что мы знаем, многое неправда. Не было никакого мужского города Киева. Был обыкновенный, обучающийся, работающий Киев. Одно единственное, что поменялось, это то, что Киев мыли постоянно. Было прекрасное солнышко, тогда прекрасная была погода. Проходили, конечно, и дожди чуть попозже. Когда мы узнали о Чернобыле, в принципе, говорят, закрывайте форточки. Никто форточки не закрывал, потому что молодежь никогда не верит ничему. И, в принципе, радиации же не видно. Но намного позже, уже потом, когда прошло лет 5, когда я собиралась замуж выходить, а может быть и меньше, тогда, конечно, я задумывалась. И было немножко страшновато от того, что мы понимаем, радиация приносит очень много неприятностей. Особенно та радиация, которая ушла, которая вырвалась наружу, да, с атомной электростанции. Мы понимаем, что это прежде всего страдает щитовидка. Поэтому старались давать витамины. Поэтому старались уже дальше, когда родители наши были с нами, ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Сколько лет все-таки прошло? 35 лет прошло. Вот такие воспоминания хотела с вами поделиться. Если кто, может быть, из моих подписчиков есть те, которые помнят о том, что случилось 35 лет назад, напишите мне, чат у меня работает.
У меня был один знакомый, который непосредственно ездил на Чернобыльскую атомную станцию. Он работал ликвидатором. Рассказывал нам очень многое, в какие костюмы они одеваются, как они постоянно там выпивают. Это больше всего, конечно, ему нравилось, то, что разрешали выпивать. Вот, к сожалению, его уже нет в живых. А поехал он туда, одни ехали по идейным соображениям, а одни ехали, потому что платили неплохо. И там действительно в то время ликвидаторам платили неплохо, потом они получили статус и, может быть, обеспечили свои семьи. Мы помним Киев, какой он был красивый и вымытый, чистый. 35 лет назад такая была неприятность на ЧАЭС. Еще что вспоминаю, людей, которых выселили с Припяти, значит, для них специально государство построило домики. И вот этой трассой, которая Киев-Мироновка, да, или даже сейчас можно сказать Киев-Днепропетровск, вот этой трассой сразу от Киева, там целый поселок организовался, их туда переселили, люди туда переехали, им построили прекрасные красивые домики. Я надеюсь, что на то время государство не обидело. Сейчас уже как стала более взрослая, смотрю на эти домики, вижу, как люди все-таки прижились там, и думаю, что, может быть, все-таки под Киевом жить может быть лучше. Я там не живу, не знаю, это только тот, кто там проживает, может сказать. Такие события помню. Решила войти, рассказать вам. Друзья, если кто-то что-то помнит о Чернобыле, пишите. Но главное, чтобы этого у нас больше не повторялось с нами, чтобы все было хорошо, чтобы мы все были живы, здоровы. Всего вам хорошего, друзья мои. Погода у нас сегодня в Днепре пасмурная и чуть-чуть вот такой вот дождик проходит, да, ветерок поднялся сейчас, похолодало немножко. Но ждем тепла. Ждем тепла. Я думаю, что после 1 мая уже точно будет тепло. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. И кто что помнит об этих событиях. Я сегодня его таки назвала. Расскажу вам то, о чем я помню. То, о чем помню, рассказала. Рассказала свои эмоции. Забыла еще одно сказать. Мы на 3-м курсе мы поехали потом в Краснокамск. Это как раз был 86-й год. Мы поехали в Краснокамск на практику, на целлюлозо-бумажный комбинат. И в то время книги достать было очень тяжело. Читать мы любили все, говорили, что СССР – это самая читающая страна. И выбросили книгу. Мы поехали на экскурсию в Пермь, и тут выбросили книгу, которая называлась «Лев Толстой». Написал ее Лев Толстой. «Яма», по-моему, «Яма». Да, я ее тогда прочитала прям в запой, за одну ночь. Стоим мы все в очереди за этой книгой, очередь большая, и тут кто-то говорит: это вот дети приехали с Чернобыля, пропустите их. И нам прям сделали такую льготную очередь. Нас всех пропустили без очереди. Это тоже так запомнилось, как от нас все отходили в стороночку, потому что считали, что мы приехали с Чернобыльской зоны. Вот, почему-то вот так вот немножко сторонились нас. Такое запомнилось то, что без очереди взяли книгу, запомнилось то, что в тот день выиграл «Динамо Киев», а «Спартак Москва» проиграл. Запомнились прекрасные эмоции, потому что мы были молодые, и очень сильно запомнились вот эти слова водителя трамвая, который говорил нам о том, что вот такое бывает. В одних горе, а одни смеются.
Такое случилось в нашей стране. Хорошо, что сейчас закрыли. Будем надеяться, что на страже у нас стоит власть, что она все-таки своих граждан любит и уважает, и охраняет. Будем надеяться. Что нам остается? Конечно, надеяться, поскольку буду я заканчивать свой эфир, друзья мои. Подписывайтесь на мой канал, заходите ко мне в гости, будем дружить. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Хорошего вам дня, мои хорошие. Хорошей погоды. У нас цветут абрикосы. И вот-вот уже скоро зацветут персики, скоро зацветут груши, яблони пойдут. Очень красиво. Весна – это прекрасный период. Всего вам хорошего, мои друзья. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья, счастья, успехов!